уже давным-давно хотела поговорить с вами про фильм «Астрал». Мной очень любимый фильм. И вообще мне нравятся очень фильмы, такие как «Заклятие», «Астрал». И мне особенно понравились первые две части «Астрала», которые снял Джеймс Ван, режиссер фильмов «Заклятие». Мне кажется, что у него получается достаточно неплохо снимать именно фильмы ужасов. И режиссером последней части, четвертой части «Астрала» стал Эдам Робитейль. Кроме того, Робитейль принимал участие в съемках известных фильмов и снимался в массовке, эпизодических ролях. Но теперь он станет известным именно благодаря фильму «Астрал» четвертой части. И автором сценария стал Ли Уоннелл, известный нам написанием сценария фильма «Пила». И также он исполнил в фильме «Пила» роль Адама Фолкнера. И съемки, насколько мы знаем, четвертой части «Астрала» завершились аж в 2016 году. Релиз был назначен на 2017 год, но кинокомпания Universal перенесла релиз. И уже стало официально известно, что релиз четвертого «Астрала» состоится мировая премьера 5 января 2018 года, а в России фильм выйдет аж 25 января. Но изначально было представлено так, что «Астрал» будет называться «Астрал. Четвертая часть», но не так давно вышел новый трейлер фильма, и фильм будет называться «Астрал. Последний ключ». И о чем же будет новый фильм «Астрал. Четвертая часть»? Действие фильма будет разворачиваться за несколько лет до событий предыдущих фильмов, и мы погружаемся в историю Элизы Рейнер, прекрасного парапсихолога. Мы погружаемся в ее юность в Нью-Мексико, где в ее семейном доме начинают обитать демонические силы, злые духи и так далее. И роль парапсихолога Элис Райнер прекрасно исполнила актриса Лин Шей. И, кстати, удивительная вещь, что ты вроде бы пожилая актриса, но именно на эту роль она прекрасно вписалась, и уже фильм «Астрал» даже и не представляешь себе без этой актрисы. И давайте тогда посмотрим трейлер, который вышел несколько недель назад, и потом его обсудим. People who need help with matters that can't be explained come to me. These hauntings can be terrifying things. I should know. I've faced many evils in my life. This was different, though. The haunted house is my family's house. If we can find out what it is, we can stop this curse. To end this evil, I need to go deeper into the further. I don't have memories from this place. I have scars. I am gonna find it, and I'm gonna finish it. Please, there's someone right in front of you. I don't see anything. Be careful. You're going to touch it.
Ну, что можно сказать, трейлер достаточно интересный, захватывающий. Хочу заметить, что мы увидели в трейлере. Как я и сказала раньше, история фильма будет рассказывать нам о прошлом Элис и о ее семейном доме, то есть как все начиналось. И мы в трейлере видим, что когда Элис едет на автобусе, она проезжает местечко, называется «Пять ключей», «Five Keys». Фильм называется «The Last Key», «Последний ключ», и у демона, которого мы видим в трейлере, выдвигаются как вместо пальцев такие ключи. Очень интересная вещь, что когда вот эта девушка начинает кричать, вот этот демон, он вставляет ей в горло вот этот ключ, поворачивает, ее крик становится как бы неслышный. Вот, кстати, меня навело на такую мысль, что бывают снятся сны, что ты бываешь либо говоришь, либо кричишь что-то, и тебя не слышно. Вот этот ключ мне очень напомнил вот это ощущение. Также, кроме того, понятно, что это детище компании Universal, и как раз когда выплывает заставка Universe, мы можем слышать то же самое, что мы слышали в фильме «Мумия». Те же самые звуки, которые были слышны в фильме «Мумия». То есть все понятно, что это детище компании Dark Universe, компании Universal Pictures. Мы понимаем, что Элис придется встретиться с сущностями, которые преследовали еще ее с самого детства. И, конечно, создатели фильма приготовили для нас очень интересный фильм, я так думаю. И еще раз напомню, премьера фильма запланирована на 5 января 2018 года, мировая премьера, но в России фильм появится только 25 числа. На сегодня все. Такая была информация по поводу фильма «Астрал. Последний ключ». Очень много ключей в трейлере я заметила. То есть и местечко называется «Пять ключей», и вот эти вот ключи, которые выдвигаются у демона из пальцев. Что-то там будет такое с ключами. Ладно, пишите ваши мысли на этот счет. На сегодня все. Пока.